Привет, друзья! С вами Макс, и это канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня хочу рассказать про то, чем я занимаюсь в свободное время. Вот там находится мой дом, где я живу, город Неукен, провинция Неукен, Аргентина. Мы недавно переехали в этот город, и хочу вам рассказать о том, что я здесь делаю, что мне здесь нравится делать, и вы сможете лучше понимать, как рассказывать о своих делах, о своих занятиях. Давайте начинать. Мне очень повезло. Мне очень повезло, потому что рядом с моим домом, буквально в 5 минутах от моего дома или в 5 минутах ходьбы от моего дома находятся прекрасные, красивые, потрясающие места, где можно заниматься спортом. Например, играть в... Я думал, что это футбол, но это не футбол, это, по-моему, хоккей с мячом. Если я не ошибаюсь, то это хоккей с мячом. Вот, можно играть в хоккей с мячом. Можно гулять. Видите? Я позже расскажу, почему у меня только одна палка. Можно гулять. Посмотрите, люди вот там на холме... Видите людей на холме? Они там гуляют. Они гуляют в этих местах. Эти места по-испански называются Las Bardas. Las Bardas. К сожалению, в России практически нет такой местности. Поэтому в русском языке нет слова для такой местности. Но, скажем так, я бы назвал это холмами. Холмами и степью. Степь и холмы. Очень-очень красиво. И это всего в 5 минутах ходьбы от моего дома. Вот в ту сторону, прямо, можно идти... Ну, наверное, час. А если сделать круг, то... Да нет, вообще больше часа, друзья. Больше часа. Часа 2, наверное, можно идти. Если круг, то часа 3-4 можно идти по... А если идти вот так, по тропинкам, то можно вообще целый день гулять по этим холмам. По этим холмам и по этому пейзажу. И это очень здорово, потому что иметь возможность ходить, гулять, бегать, многие люди здесь бегают, иметь возможность бегать здесь или кататься на велосипеде, а очень многие здесь катаются на велосипеде, это потрясающе. Да, потрясающе иметь такую возможность. Я счастлив, что у меня в Неукене появилась возможность быть ближе к природе, быть ближе к животным, к птицам. Здесь десятки видов птиц и много животных. Вечером маленькие такие грызуны, морские свинки выбегают и бегают вот здесь по степи. Зайцы тоже вечером выходят на охоту. Нет, на охоту выходят лисицы. Ну, лиса или лисица, да, лиса. Обычно мы говорим лиса. Вот, лисы выходят на охоту вечером. Ну и есть другие животные, пумы, кстати, есть пумы, но именно здесь пум нету, пумы находятся дальше. Я вам потом покажу, когда мы
заберемся на холм. С этого холма потрясающий вид, и мы сейчас туда заберемся и посмотрим на окрестности, посмотрим на местность вокруг. Но нужно сначала преодолеть препятствие. А вот такое вот препятствие, друзья, впереди. Вот такое препятствие. И вот здесь сейчас мы пройдем, чтобы добраться до вершины или до верха холма. Вот. Хочу добраться до верха. Так, опа. Видите, здесь песок. Очень много колючих растений. Наверное, половина всех растений здесь имеет колючки. Колючки, ну или шипы. Вот. Здесь есть даже кактусы. Здесь есть кактусы, но, честно говоря, я не часто их вижу. Они здесь где-то прячутся. Может быть, ночью кактусы тоже выходят на охоту. А, нет, кстати, смотрите, вот и кактус. Не очень большой, но кактус. Вот. А название остальных растений я не знаю, потому что я никогда не видел, друзья, таких растений. Ну, то есть я видел, но я никогда не жил среди таких растений. Вот то, что я вам хотел показать, друзья. Там есть небольшой лес. Здесь дует ветер. Здесь долина. И долина идет далеко туда. С той стороны поселок. И за поселком, видите, лес. Лес. Это все долина реки. Долина реки Неокен. Вот там протекает река Неокен. Там, кстати, город еще один. А вот, кстати, ее видно, смотрите. Вот она течет и течет туда. Течет до слияния с рекой Лимай. А вот там, вдоль тех холмов, течет река Лимай. И две реки встречаются вот там и формируют новую реку, которая называется Черная река Рио-Негро. Вот, и она течет уже в океан, в Атлантический океан. Вот, друзья, такая интересная местность. Вдоль рек есть леса, есть острова, такие лесистые. И это все выглядит очень круто. Друзья, я вам напомню, что если вы хотите изучать русский регулярно и эффективно, получать больше дополнительных материалов, то присоединяйтесь к нашей membership-программе. Там есть транскрипции для видео, транскрипции для подкастов и дополнительные материалы к каждому выпуску подкаста. Кстати, в одном подкасте, ссылка будет в описании, я уже рассказывал подробно про жизнь здесь в Неокене. Там много интересных слов. Обязательно послушайте этот эпизод. Кто бы мог подумать, друзья? Кто бы мог подумать? Ё-моё, какое опасное растение. Кто бы мог подумать, что чтобы увидеть природу, нужно приехать в пустыню, в степь. Ну, нет, степь и пустыня — это тоже природа, конечно, но я имею в виду такую разнообразную природу. Фактически такие холмы, как небольшие горы, долины, реки, небольшие леса, и все это, весь этот оазис просто у черта на куличках, друзья, у черта на куличках находится этот оазис. В смысле, что он находится в середине, ну, практически пустыни.
и сложно поверить, что такая разнообразная природа здесь есть, и что это все так потрясающе выглядит. Оно выглядит гораздо лучше на рассвете и на закате. Да, но все равно, даже сейчас вид все равно очень-очень-очень-очень крутой. А вот с другой стороны видно город. Вот он город. Город уходит туда вниз, поэтому его не видно. Видно только часть города. Но, по-моему, это очень красиво, друзья. Что вы думаете? И это середина зимы. Середина зимы, 10 градусов тепла по Цельсию. А там мужчина, который приехал на машине, забирает мусор, который оставили другие люди. Это вообще прекрасно. Я обещал рассказать, почему у меня только одна палка. Потому что в другой руке я держу камеру. И да, и нет. На самом деле, я действительно решил заказать через интернет или в интернете, через интернет, заказать себе трекинговые палки. Но я очень удивил, я заказал, и когда я получил палки, то я очень удивился. Потому что колючки. Я очень удивился, потому что в пакете была только одна палка. То есть приехала только одна палка. Я сначала думал, что это ошибка. Но потом я понял, что нет, просто палки продаются. Понимаете, просто природа не хочет отпускать меня назад в город. Природа говорит мне: Макс, останься, побудь здесь еще немного. Макс, не уходи. Вот, так вот. Я понял, что это не ошибка. Действительно, палки в этом магазине, эти палки продавались по одной штуке. И я немножко офигел. Потому что, честно говоря, достаточно дорого стоят две палки. Но я решил, ладно, куплю себе хорошие палки. В Аргентине очень дорогие импортные товары, но я решил, что пусть у меня будут хорошие палки. Ну и в случае, если одна палка сломается, то я смогу купить себе еще одну палку. Мне не обязательно покупать две палки. Вот, друзья, такая вот простая история. Обычно, конечно, я не хожу по холмам один. Обычно мы ходим здесь всей семьей. Я, моя жена и наша дочь. Обычно мы все вместе здесь гуляем. И опять же, это очень круто, что есть такая возможность, просто погулять по красивым местам, по природе, только выйдя из дома. Вот. Это очень-очень-очень приятно. Ну что ж, о других занятиях, о других вещах, которые я делаю в свободное время здесь, в Неукене, в Аргентине, я обязательно расскажу вам потом, друзья. На сегодня это все. До встречи в следующем видео. Берегите себя и гуляйте больше. Пока!